Всем привет, с вами Виктория Ню, и в этом видео у нас продукция с официального сайта компании Born Pretty. По традиции в начале видео короткое слайд-шоу с фотографиями тех товаров, о которых пойдет речь в данном обзоре. Если вас что-то заинтересовало, оставайтесь со мной, я желаю вам приятного просмотра. Начать видеообзор мне хотелось бы с очень красивой кисточки, которая предназначена для работы с полигелями. Кисточка упакована в отдельный тубус. Очень красивая, завораживающая раскраска, а на самом корпусе кисти есть гравировка с логотипом компании Born Pretty. С одной стороны у нас, собственно, сама кисть. Тут у нас искусственный ворс, кисть-язычок, ворс в меру упругий, хорошо собран, никакие ворсинки не торчат, и сама кисть довольно тонкая. С другой стороны у нас шпатель, он же лопатка, и предназначена эта часть для набора необходимого количества материала для выкладки. Такой лопаткой удобно набирать полигель как с тюбика, так и с баночки. Ну и, конечно, наличие двух колпачков заметно упрощает хранение данного инструмента. Следующий продукт – это полигель. Тут в тюбике 30 мл, у меня в оттенке Soft Pink номер 01. Тюбик изначально зафольгирован, но на самом тюбике никакой информации о сроке годности и о составе нет. Сам полигель по консистенции однородный, и акриловая составляющая в данном продукте особо не выделяется. Цвет очень приятный, я бы сказала, такой опалово-розовый. Сам оттенок не очень насыщенный. По консистенции полигель плотный, густой, вязкий. Такой полигель вообще в принципе особо не самовыравнивается, поэтому его на самом деле проще и лучше использовать при наращивании, скажем так, на верхние формы. Кстати, вот тут получился очень хороший тандем, потому что данная кисть отлично подошла для выкладки данного материала. Вот для таких полигелей вот такая в меру упругая кисть отлично подходит для выкладки. Полигель я полимеризовала в 48-ваттной гибридной лампе в течение 1 минуты. Все отлично просохло. Сам полигель жесткий, но с, скажем так, запасом упругости. При всем желании максимум, что я смогла, это только согнуть заполимеризованный материал. Даже там, где материала было не так много, материал гнулся, но не трескался. Следующий товар – это гель-лак с эффектом кошачий глаз. Тут у нас стеклянный флакончик, в котором 10 мл продукта. Изначально флакончик тщательно зафальцован. На самом флаконе есть наклейка с указанием номера гель-лака. Никакой дополнительной информации на самом флаконе нет. Это, если можно так сказать, универсальная серебристая кошка. Тут у нас полупрозрачная серая основа и огромное множество серебристых магнитных частичек. Если нанести данный гель-лак в один тонкий слой на прозрачный типс, эту самую полупрозрачную серую основу будет практически не видно. Несмотря на это, сформированный при помощи магнита блик будет отлично виден. При этом, если слой нанести потолще, то вот эта самая полупрозрачная серая основа, скажем так, будет видна. Тем не менее, данную кошку все равно можно считать универсальной, так как наносить ее можно абсолютно на любой фон. То есть, имея такой флакончик с эффектом кошачьего глаза, вы создать вот этот самый неповторимый блик можете абсолютно на любом цветном гель-лаке. Ну и вот так смотрится данная кошка на неоново-розовой, на черной и на прозрачной подложке. Следующие два товара – это уже давно всем полюбившаяся голографическая втирка и втирка хамелеон. Единственное, тут новая форма выпуска. На сегодняшний день в данном формате у продавца представлено 10 втирок. У меня втирки под номером 0,5 и 0,6. Производителем заявлено, что в данной ручке 0,5 грамм продукта. Открутив колпачок, мы видим с вами спонжик, на котором есть та самая втирка, которая нам нужна. А вот внутри вот этого самого колпачка и находится весь продукт. На глаз определить количество продукта тут очень сложно. Будем верить, как говорится, продавцу на слово. Насколько я поняла, в самом колпачке находится в принципе привычный нам пигмент, только в прессованном виде.
Ну а сам спонжик, собственно, хорошо набирает этот самый пигмент, и якобы им хорошо распределять этот пигмент по поверхности. В реале ситуация такова. Набрать на спонжик много пигмента, во всяком случае, у меня не получилось. А вот для того, чтобы перекрыть один типс, мне понадобилось, скажем так, набирать вот этот пигмент на спонжик раза 4 или 5. Все дело в том, что если на спонжике недостаточно самой втирки, то спонжик начинает просто-напросто снимать уже ту втирку, которую вы хорошо втерли. Но, безусловно, стоит отметить, что данная форма выпуска, она действительно удобная, так как спонжик и втирка все в одном, как говорится, флаконе. Руки чистые, расход минимальный, да и сама втирка особо не осыпается. Также хочу отметить, что обе втирки, которые мне прислали на обзор, перекрывают черную и белую подложку. Для себя на данный момент я отметила один основной минус. Я, скорее всего, не смогу определить, сколько втирки еще осталось в контейнере и на сколько ноготков мне ее еще хватит. Да и по большому счету сложно сказать, сможет ли вот этот самый спонжик забрать весь материал с вот этого самого флакона. В плане экономии тут, конечно, бесспорно, данная форма выпуска заметно уменьшает расход материала. Для создания дизайнов, где мы используем втирку на липкий слой, это особенно ощутимо. Вот, например, сейчас я отпечатываю рисунок с пластины для стемпинга при помощи клея для фольги. Переношу рисунок с пластины на штамп, убираю при помощи скотча лишнее и отпечатываю рисунок уже на типс. На моем канале уже есть видео, как делать стемпинг обычным клеем для фольги и гель-клеем для фольги. Если вам интересно, посмотрите эти видео. Ссылочки на видео я оставлю в описании. И вот сейчас, как вы сами можете видеть, на клей для фольги отлично пристает втирка. Причем для этого мне просто нужно похлопывающими движениями при помощи вот этого самого спонжика перенести втирку на отпечатанный рисунок. При этом хочу обратить ваше внимание, если бы я, например, сейчас использовала втирку в привычном для нас контейнере с привычным для нас аппликатором, расход втирки был бы намного больше. При этом после создания подобных дизайнов вот этот сам аппликатор, его тоже нужно очистить для того, чтобы он не пачкал все вокруг. Да и вообще втирка была бы у меня просто рассыпана по всему столу. А тут просто похлопывающими движениями нанесли втирку и, собственно, все, процесс закончен. Никакой грязи, пыли, и при этом сам продукт израсходован просто по минимуму. Лично мне очень нравятся такие быстрые, но при этом довольно эффектные дизайны. Кстати, помните, вот как-то Bon Pretty прислали мне топ, у которого была такая вот несуразная кисточка. Вот при помощи него тоже, кстати, можно делать стемпинг. Самое главное, топ должен быть густой. Наносим топ на пластину для стемпинга, при помощи скрапера убираем лишнее, отпечатываем рисунок на штамп и тут же помещаем штамп буквально на 2 секунды в лампу. Теперь можно не беспокоиться, что рисунок расплывется по штампу, и мы спокойно переносим рисунок уже на типс. Так как топ у нас до конца не заполимеризован, к нему отлично пристанет втирка, либо любой цветной пигмент. При этом заметьте, что втирка, она пристает именно к тем участкам типса, где у нас и нанесен, скажем так, рисунок, который мы сделали при помощи топа. В целом данная форма выпуска мне понравилась. В основном это за счет экономии и за счет чистоты самого вот этого процесса. При этом в таком формате мы можем использовать данный продукт в любой для нас привычной технике создания дизайнов при помощи втирки. Единственное, как я уже сказала, определить остаток материала довольно сложно, да и понять, сможет ли вот этот вот самый спонжик забрать весь материал с данной упаковки, на данном этапе пока невозможно.
Ну что ж, вот такой видеообзор у меня в итоге получился. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях, я с удовольствием с вами пообщаюсь. А если я была для вас хоть чем-то полезным, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. А я желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!